Газлайтинг – относительно новый термин, но даже если вы с ним не знакомы, вы почти наверняка сталкивались с его мягкими формами проявления. Например, когда припоминали знакомому какой-то случай, а человек убеждал вас, что ничего не было. Газлайтингом называют форму психологического насилия, когда один человек манипулирует другим, пытаясь его запутать, искажает информацию так, что человек начинает сомневаться в адекватности собственного восприятия и своих воспоминаниях. Конечно, не каждая ситуация, когда человек убеждает вас в том, что какого-то события не было, проявление насилия. Вполне возможно, что он искренне его не помнит. Тем не менее, газлайтинг – частый прием абьюзеров и способ установить контроль над другим человеком. Если сказать простыми словами, газлайтинг – это коварный, а иногда и скрытый тип эмоционального насилия, когда обидчик заставляет жертву подвергнуть сомнению свою адекватность и рассудок. С понятием термина разобрались. Теперь давайте разберемся, в каких взаимоотношениях проявляется газлайтинг, его основные признаки и тактики, а также разберем, как с ним справиться, чтобы не сойти с ума. Газлайтинг происходит в отношениях, где есть нервная динамика силы. В первую очередь он возникает в личных, романтических супружеских отношениях. Но нередко он возникает среди друзей, членов семьи, например, в отношениях с родителями, в профессиональных отношениях, начальник или коллега, склонный к манипуляциям, охотится на подчиненного, и даже со стороны общественных деятелей, например, политиков. Токсичные люди используют этот тип эмоционального насилия, чтобы оказывать влияние на других, членами семьи, а иногда и коллегами. Вычислить газлайтинг можно по ряду характерных признаков. Для этого нужно прежде всего внимательно прислушиваться к своим ощущениям. Вот список симптомов, которые могут сигнализировать о том, что вы вступили в отношения с манипулятором. Вы думаете, что делаете все неправильно. Вы отодвигаете свои желания на второй план. Вы чувствуете тревогу и неуверенность в себе. Вы всегда вините себя, если что-то идет не так. Вы с трудом принимаете даже простые решения. Вы подозреваете себя в излишней чувствительности. Вы перестали получать удовольствие от любимых занятий. Вы считаете, что раньше были увереннее и жизнерадостнее. Вы часто извиняетесь перед партнером, родителями, коллегами. Как правило, психологическое насилие происходит постепенно и незаметно. Человек, которого газлайтят, обычно преодолевает 3 стадии – отрицание, защита, депрессия. Чтобы ввести жертву в заблуждение и повлиять на ее восприятие реальности, газлайтер использует множество тактик. Речь идет о методичном промывании мозгов. В результате, спустя какое-то время, жертва становится эмоционально зависима от агрессора, его настроения, мнения, поведения. Вот 6 наиболее распространенных стратегий газлайтинга. Это отрицание фактов, злые шутки, обесценивание эмоций, подчеркивание неадекватности восприятия, перекладывание ответственности, агрессия и враждебность. Человек, ставший жертвой газлайтинга, перестает доверять своим ощущениям. Со временем из-за действий манипулятора он может всерьез начать думать, что страдает расстройством психики. Кроме того, систематический газлайтинг нередко приводит к настоящим психологическим и эмоциональным проблемам. Психологическое давление может длиться годами, прежде чем жертва поймет, что происходит. При этом отношения с газлайтером чаще всего характеризуются как зависимые или созависимые, а значит, выходить из них особенно тяжело. Что делать, если вас газлайтят? Итак, первый шаг к избавлению от газлайтинга – это разорвать порочный круг злоупотреблений, то есть разорвать отношения, быть готовым к тому, чтобы поставить точку. Не позволяйте обидчику сорвать ваши планы, ведь он, скорее всего, усилит свои манипуляции, узнав о вашем намерении разорвать отношения с ним. Подготовьтесь к этому и постарайтесь оставаться на шаг впереди него. Ищите помощи у кого-то вне отношений. Обратитесь к другу, члену семьи или коллеге, которому вы доверяете. Это будет непросто, поскольку побочным эффектом газлайтинга является чувство изоляции. Жертвы манипулируют, заставляя поверить, что их обидчик единственный, кто их действительно понимает. Поймите, что это не так, и найдите доверенное лицо, которое может помочь вам оценить ситуацию, подтвердить ваши воспоминания и подтвердить, что что-то не так. Ведите секретный дневник. Это позволит вам отслеживать события, включая дату, время и подробности того, что произошло.
Ведите фотосъемку и храните голосовые заметки. Это также может помочь проверить факты в своих воспоминаниях. Использование мобильного телефона или устройства для описания событий – это быстрый способ записать то, что только что произошло, своими словами. Сосредоточьтесь на себе. Не теряйте самоощущение, создавайте собственное пространство внутренне, мысленно, эмоционально, а затем и внешне, взаимодействуя с людьми, не связанными с токсическими отношениями. Уделите столь необходимое внимание любым отношениям, которые могли остаться в тени из-за вашего партнера-газлайтера, и откройте себя для знакомства с новыми людьми. Доверяйте своей интуиции. Примите решение прислушиваться к своей интуиции и следовать своим инстинктам. Прекратите подвергать сомнению свои мысли, чувства, восприятие чего-либо. Вы личность, поэтому ваши эмоции, мысли и воспоминания никогда не должны быть предметом споров. Если вы понимаете, что самостоятельно не справитесь, обратитесь за помощью к специалисту. Чем дольше человек подвергается воздействию газлайтинга, тем разрушительнее будут последствия. Психолог поможет справиться с тревогой и страхами, разобраться в ваших сомнениях и выйти из ситуации с наименьшими потерями. На этом наше видео подходит к концу. Надеюсь, вышеизложенная информация была полезной для вас. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!